Привет, гильдия! С выходом обновления 2.8 у нас появилось новое задание мировое. Те, кто уже проходил чуваком, где нужно на острове избавиться от грозы, после этого появляется задание, где мы типа снимаем фильмец про ГГ. Теперь есть продолжение. Для этого, ребятки, нам нужно отправиться в имение Камисата. Вот здесь будет у нас бабулька. Нужно подойти к ней. Честно, я его сам еще не проходил, поэтому будем сразу изучать по ходу действия. Так что это такое себе больше прохождение, нежели гайд. Подходим к бабульке. Вообще-то я часто здесь бываю, правда, давно я не приходил. Да я часто здесь бываю, каждую неделю. Задание репутации я предпочитаю делать в Инанзуме, потому что здесь обычно пришел, надрал задницу, ушел. А в Манштате или Юэ это надо еще там бегать, что-то отслеживать. Такой гемор, если честно. Скорее всего, я его знаю, наверное, это Ксавье. Да, поехали. В общем, Ксавье, тот чувачок, теперь хочет что-то от нас еще. И бабулька нам об этом сообщает, что он нас ждет. И, как я понял, нужно вернуться на то же место, где изначально было задание со съемкой. Так, бабуль, хорош трещать. Я понимаю, тебе скучно одной в саду. Иди прогуляйся. Отлично, задание у нас называется «Шумные чужеземцы». Журнал кинематографиста. Язык сломаешь нафиг. Ладно, поехали. Да, вот именно вот здесь и было продолжение задания. Изначально, получается, вы избавляетесь от грозы вот на вот этом острове. Проходите сюжетку, там она ежедневно обновляется, выполнив задание на следующий день продолжение, выполнив еще раз на следующий день еще продолжение. И поэтому, когда все сделаете, бежите вот сюда, здесь будет как раз это Ксавье, и с ним будет мировое задание. Сделав это, потом можно будет топать к бабульке. Не знаю, возможно, это также будет через день, возможно, нет. Так как задание только сейчас добавили, и проверить возможности пока что не было. Буду на фри-то-плейном аккаунте все проходить, записывать. И там уже точно выясню. Ну, там это еще не скоро. Я там только задание архонтов прошел. Я навешал Райден своим фри-то-плейным аккаунтом. То есть ГГ, Лизой, Кэей и Эмбер. Я же сказал, что я, всю игру ими пройду четвермя, не сделав ни одной крутки вообще. Но вернемся к заданию. Да, дед молодец. Угу. Вот они у нас уже ждут. Тут прекрасно. Так, это уже 11-й дубль, я просто уже ничего не понимаю. Короче, как я понял, Ксавье недоволен своими актерами, поэтому пришли мы. Постараюсь по-быстренькому скипать, чтобы слишком уж не затягивать прохождение. А в общем, если вам интересно, о чем они тут говорят... Я стараюсь читать, правда, но все равно. То предлагаю все-таки прочесть, когда будете проходить. Надеюсь, сейчас будет не одна сцена. То есть у нас прям реально фильмец получится. То есть если еще и по итогу его смонтированным покажут в конце задания, было бы идеально. Так, заметка для разрабов на будущее. А то что-то пыхтим, нас снимают, что-то делаем. Так, ага, сценарий. Сцена на открытом воздухе в тихой сельской месте. И даже почитать не дали, ты смотри. Так, поговорите к Сове, чтобы начать съемку. Короче, ладно, мы типа все поняли, поехали. Методом тыка и проб и ошибок, как обычно. Я готов, конечно. По-любому, просто мутусь и стой в кадре. О, смотрите, реально как фильм. Нет, если так, мы дальше слишком много запинок. Невозможно произносить без стыда. Я читать это не могу без стыда. Что говорить? Раз, два, три, четыре. Слушайте, а можно его затроллить до талого? Че, заново? Реально, слушайте, заново заставляет. Короче, ладно, не будем стебаться. Делаем все четко. Я типа сценарий читал, но я не читал. По логике вещей попробуем с первого раза. Ладно. Жалко, блин, что нельзя постебывать. А иначе приходится перепроходить. Как же такое могло случиться? О,
Но меня этим не сломить, но сценарий... Так охота нажать на сценарий, правда, глупово. Ты посмотри, какая мимика. Не стоит недооценивать мой боевой дух. Вы нас кормить собираетесь. Короче, просто все первые строчки нажимаем, и все хорошо. Я очень убедительно играю, меня похвалили. Красота. Пойду в театральное. Новый формат фильмов будет. А чё нет? 21 век. Так, здесь нам нужно находиться в кадре и навешивать самурайчиком. Больше, в принципе, от нас ничего не требуется. Чего, резонанс убьет. Красота. Потом перемещаемся вот в эту точку и также держим кадр. Ну, чего, типа, офигенно. О, зато можно будет посмотреть все ультимейты от третьего лица. Всегда есть плюсы. Типа вот так вот. Вы смотрите радиус. Так, перемещаемся дальше. Потом перемещаемся сюда. О, мы типа заложников будем освобождать. Крутяк, крутяк. Ну, Ешка ГГ, она, короче, от третьего лица никак не работает. Так, победите всех бандитов 5 из 5, освобождено людей и следуйте за указаниями. Отлично. Дальше освобождаем. Освобождаем. Будет хвалить нас. Я вас очень разочарован. Короче, актеры из них никудышные. В настоящем кино, как между как масштабским вином из одуванчиков. Та-та-та-та, та-та-та-та. Винишка. Короче, меняй труппу. Оставляй меня и кого мутузить. Короче, по-моему, он просто не хочет им платить. Все. Да, избавились от актеров. Отлично. Тащим в соло. Сасана и Кахору ушли. Прошу прощения, но да, фантазия. Сасанус. Так ничего, мы что-нибудь придумаем. Как без Сасана теперь играть? О, боже, ну так и настроение у него еще хуже. Короче, сейчас будем еще призрачные беседки, понял. Чувака этого в норму приводить. Благо у нас гильдия топит за позитив, так что сейчас мы махом даже здесь все порешаем. Сасана, блин. Переводчики, вы, конечно, красавцы. Это раз. Во-вторых, какого фига вы убрали из задания с Я и Мика слово «обломись»? Те, кто проходил, ребята, помните этот шедевральный момент? Когда мы просим Я и Мика показаться ее в форме Кацуны, и она такая говорила «обломись». Они переписали. Теперь там не «обломись», а «только в твоих мечтах». Типа она теперь отвечает «только в твоих мечтах или снах», что-то подобное. Потому что вот я проходил на Европе, записывал, и пипец. Они самый шедевральный момент из всей сюжетки просто выпилили. Заразы такие. Не пей так много, давай выпьем вместе. Кэш. Так что тебе нельзя. Все можно. Ты меня видел? Ай, боже. Да, выпить. Все, требую, чтобы «обломись» вернули в задание легенд с Я и Мика. Даже нет, это задание архонтов. Как раз после подготовки, испытания Кацуны вот этой, когда она нас готовила к битве с Райден, вот там было. Получается, мы проходим испытание, и потом уже разговор начинается про ее форму, и она им говорила «обломись». С таким пафосным лицом. Блин, как это было круто. Так, тройные шашлычки, вяленая рыба на углях и яичные суши. Шашлычки. Сейчас же лето. Короче, мы решили его утешить с помощью желудка. Тоже неплохо. Вытрапезничек Савье. Смотрите, со стороны Ксавье все осталось, со стороны ГГ и Пайман все съели. Но только вот здесь единственное осталось. Ик, спасибо за радушный прием.
Там та да том туду тум ту тум ту ту тум. Рад, что вам понравилось. Туда-сюда. Продолжать съемку будем? Надеюсь, не будут растягивать на опять 80 тысяч дней. Хочу за раз пройти. Это ж 70 камней истока за этот, по-моему, за это задание можно получить. Я забыл вначале об этом сказать, да, вот этого момента уже вряд ли кто-то смотрел, но все-таки тут 70 камней истока, ребята, пройдите это задание. Тем более Казуха баннер. То есть запись идет как раз, когда вышел реран Казухи. Второй, по-моему. Тум-ту-ду-тум, тру-ту-тум, ту-ду-тум. И первый в игре рукопашник. Я уже хочу вечером зайти на Азию на стриме и ищи всем надавать. Видели его ешку просто? Это такой дедовский скидыш. Просто крестьяночка с правой. Ай, капец. Так, тут, короче, бармен впрягся. Решил поднять ему настроение тоже немножечко. Он заболел и умер. Предложил нового актера, потом сказал, ну, не получится, он заболел и умер. Нормально. Короче, бармен сейчас вдохновит к сове, как я понял. Мы пойдем дальше снимать фильм. Ну все, полетели? Представьте, вы в баре вечером, и вот эта вот мелодия будет у вас весь день играть. Ну, всю ночь. Вот это вот тынь-тынь, она мне так по ушам бьет. Так, отлично, продолжаем. В наградах сразу указывается. Так, тут 30, да, она несколько этапная. Поехали, поехали, поехали. По-моему, за это задание должны 70 камней столько в сумме дать. Ах, Ксавье, о чем думаешь? Либо какую-нибудь достягу дадут, фиг знает. Я еще не посмотрел по поводу достижений. Там-та-там. Я не так уж и пьял. День на дворе, а ты в дровину. Ксавье, Ксавье. Ксавье. Есть же Ксавьер из Люди Икс, да? Это лысый чувак. Том-том. А это Ксавье. Вот надо было им Ксавьер сделать и сделать его лысеньким. Ну пусть ходит. Так, есть шумные чужеземцы выполнили, получили 30 камней истока. Это первая половина задания. Вторая у нас благо сразу доступна. Она уже называется Мусёнин. Это продолжение. Тут уже Саракет. Да, вот вторая половина. В сумме 70 камней истока. Что очень клево. Теперь нужно... Ай, да, блин. Все-таки нужно уговорить тех актеров. Никудышных. Поехали. Пойдем убеждать их теперь. Ксавьера вдохновили. Это Сасана? А, нет, это Кахара. Так я знаю, что невежливо. Но Ксавье нужна помощь. Так, продолжаем. Так, нам все еще нужны актеры. Кинч не доснят, надо доделать. Ходи в чайный дом. Так, с одной потрещали. Побежали до следующего. Он у нас... Ого, он вообще, походу, на хода решил пуститься. В порт ушел. А ну, стоямбус. Пока не доснимем фильм, фиг кто и Надзуму покинет. А то я возьму своего рукопашника и... Да! Там-та-та-та-та-та-та-там. А вы знаете, что здесь в Инадзуме есть вот такой же магазинчик, но там стоит девочка с ушами. Такая, лисьими, что ли. Я его заметил только, когда ивент проходил месяц, полтора-два назад. Когда это было? Так, дождитесь вечера, 18, с 6 до 8 вечера, короче. Окей. Та-да-дам, та-да-да-да-да-да-дам, та-да-дам. Ждем-с. Перематываем время. Капец, сегодня еще работу предстоит сделать. А еще ивент не вышел, он выходит только 15 числа. Так, куда нас направили? Ага, в чайный дом. Понял. Полетели. Там по ивенту еще заданий, кстати, куча будет. Надо подготовиться. Я хочу еще крутки. Если я еще Казуху выкручу, у меня все топ анема персонажи будут на Азии. У меня есть там Вентик, Сяо,
рукопашник вот этот, Джин, Сахароза. По-моему, я сейчас там всех Анео персонажей замучу. О, слушайте, а будет сцена 18+? Просто мне не сам факт сцены интересен, мне интересно, как это бы и разрабы реализовали в игре. Кто не знал, контент игры это 13+. Та-да-дам. Так, месть еще не совершена, как же может все утихнуть? Это моя реплика, да? Эй, кто там подслушивает, а ну иди сюда. И третья, как же ведь мертвы не твои приемные. Как же, ведь мертвы не твои приемные родители. Третья реплика. И четвертая показывает влево. Ну, типа, я запомнил, поехали. Ответы есть. Начинаем съемку. Готов. А бить кого-нибудь будем? Слушай, ну прикольно. Прям вот еще черные полоски снизу и сверху. Реально будто фильмец идет. Блин, молодцы разрабы. Ты их наследник. Слушай, там какой-то прям интересный сюжет, походу. Может, еще не совершена. Как же может все утихнуть? Тут опять по-любому первые строчки нужно будет. Надо зажимать и все. Как и в первой части задания. Мы уже не дети. Да ладно. Пап, мам есть? Есть, значит дети. Для кого-то мы всегда дети. Те влиятельные. Че без музыки? Есть спецэффекты. Ну как так? Какой фильмец без звука? Я тут в одного пыхчу. Где остальные актеры? Почему не помогают? Гнев застилает глаза, и ты вымещаешь злость на тех, кто к этому не причастен. Насты. Эй, кто там подслушивает? Ну реально все первые строчки, ребята, не паримся, просто первые строчки диалога нажимаем, и ничего запоминать не нужно. Ну хотя, может, будет подвох в последнем. Там нам нужно пальцем налево показать. Просто заново все диалоги скипать. Если мы нажимаем неправильный ответ, нас заново, короче, просят пройти задание. Вот именно сам момент съемки. Благо они все вместе взято. Как же ведь мертвы не твои приемные родители? Ну вот это опять первая строчка. Какие еще варианты? Во всяком случае тебе не нужно учить роль. Так во всяком случае тебе не нужно играть на пустой желудок. Короче, тут нам прям дразнят, чтобы потроллить вот этих актеров NPC. Но нельзя. Вижу мою вещь. Вакаяма Кайсука. Исполняется Сана. Я вообще не могу. Ой, боже. А как на китайском они это произносят? Я играю, и кто не знал, на китайской озвучке, потому что оно дико ржачное. Там персонажи матерятся, ну и то есть для нас, кто говорит на русском языке, то есть там реально маты. Все фатуи матерятся, кто не знал. Когда их бьешь или когда они погибают, они все матерятся. Вот эта гидра женщина здоровенная, которая больше, чем Ита по фигуре. Та так вообще в конце говорит веселые вещи. О, это же этот. Скажи, я скажу. Так, вот здесь указать влево. Да, ребята, просто все верхние ответы нажимаем и вообще не паримся. Сомневаюсь, что это индивидуально будет рандомным для каждого игрока. Так что тут общий сценарий, все верхние строчки, все правильно и все четко. Все отлично, поработали в этот раз, получилось замечательно. Отлично. Прекрасно. Аплодисменты. Камни истока гони. Это ж 70 камней истока. И хочу фильмец. Отдельно, со звуком, с диалогами. Желательно на русском. Так, что-то он сказал про вечер. Дождитесь вечера с 18 до 20. Ладно, еще разульку. Работаем строго с 6 до 8 вечера, да? Жизнь актера и опасна и трудна. Панч. Панч. Так. Побережью. Ох ты, нифига, куда мы отправились. Ну там вид действительно прекрасный. Ну-ка-ся.
Кстати, так, для напоминания, вы уже, возможно, многие проходили, вон там чувак стоит. У вас, если он стоит вон там на корабле, даже если вы с ним выполнили задание, но он до сих пор у вас стоит, значит вы его не закончили. Найдите название этого задания и вбейте, и в конце напишите слово «дед». У вас высветится видео с достижением как раз таки вот про вот того чувака, который там стоит. То есть изначально вы с ним начинаете диалог, даете лещей, возвращаетесь, типа, оп, и красавчики, награду забрали. А там есть продолжение. И за продолжение мы получаем как и награду, камни истока и там прочие плюшки, так и достижения. В общем, возвращаемся вновь к заданию. Нам плевать, какой у вас там кинематограф. А, тут не кино, тут фильм. Кинематограф, ага. Угу. Лещей дадим? Или не дадим? Короче, он самураям не платит. Так, помогите нам снять фильм, даже скажу, пожалуйста. Короче, надо им надавать лещей, чтобы потом все было шоколадно. Лови котлету. -1. И фаталити. Да, ГГ у меня машина. Так, куда дальше? Да-да-да, я не первый раз вижу тебя в бою, но все равно должен сказать, твое мастерство пугает. Да не ссы. Я тебя не трону. Так, вновь... Ну, слушайте, мне кажется, будут опять все верхние ответы. Думаю, без разницы. Запоминать нет смысла. Хотя... Даже если вы их не запомнили, не читали, и вдруг там будет не верхний ответ, то я думаю, это будет все равно нормально. Нам нужно перемещаться вот по вот этим локациям, чтобы все было чики-бомбони. Ну хорош драться. Так, еще вот эту нужно посетить. Все. Теперь осталось только их добить. Денч! Бэня 60 тысяч бьет. Победите всех врагов? Отлично. По заданию нам нужно было вот эти 3 метки пробежаться и просто вешать лещей. Прекрасно, ваши реплики были очень естественные, совершенно. Эй, почему они сразу ушли? Тебя изобьют, ты что, будешь дальше сидеть и требовать аванс? Так, пустяки. Та-та-та-та. Как я предполагаю, задание идет к завершению. Завтра... А, нет, нифига, там еще что-то будет. Завтра под вечер опять. Какой короткий рабочий день у них. Говорю я вам, потому что работаю с 9 до 8 вечера. У меня, блин, 11-часовой рабочий день, у них 2 часа. Я хочу так же. Так, отлично. 7 вечера. Ай, у меня там опять асфальт клонит. Куда нас теперь отправляют? Да-да-да-да-да-да-да. Ага, вновь на эту гору, где все началось. Игра дает возможность побыть актером. Сняться в фильме. Скажите честно, кто-нибудь когда-нибудь хотел или задумывался о том, чтобы сняться в каком-то фильме? Только честно. Там. Я только вопросов за видео задаю, а потом запарюсь комментарии читать. Ну блин, их офигенно весело читать. Креативненько отвечайте, ребята. Прям в этом плане вообще красавцы. Так, 3-я сцена уже. Потребует от господина Сасана небольшого усилия. От Сасана небольшое усилие требуется. Я должен прекратить ржать над этим. Это некрасиво, я знаю. Но ничего не могу с собой поделать. Я могу любые эмоции сдерживать, но смех это нет. Это невозможно. Да, не волнуйся. Так, отлично. Вперед. Погнали. Готов? С рождения. Поехали. Та-да-та-да-там-там-там. Ты смотри какой. Капец, они прям постарались лицо прорисовать. Прям с эмоциями. Офигенно.
И если у вас ГГ в другой стихии, ребята, обязательно пишите, он у вас, то есть экипировка его под стихию вашу, потому что у меня Гео ГГ, и вот он в Гео. То есть игра адаптируется под то, что вы делаете. Это офигенно. Даже это, хотя это сюжет какой-то идет. Так, его больше нет, он ходил к врачу, он хорошо спит. Так, его больше нет. Ты жалкий слабак, только и можешь что словами бросаться. Та-да-дам, та-да-дам, что-то пара-пара. Слушай, ну тут, походу, реально какой-то хорошечно продуманный сюжет в фильме. Нужно потом будет прочесть, когда буду проходить на фри-то-плее. Надо скорее заканчивать, я устал, ты проиграешь. Прости, я... Такая же фигня. Так и только попробуй сбежать. Давай ему навешаем тоже. Всем навешаем. Так, выполните съемку третьей сцены. Ну, тут, как я понял, просто ему надо навалять. Это мы запросто. А ну, таямбус. Я тебя не отпускал. В смысле, ни одна волна не попала по мне. Минус вот ульты ГГ, в отличие от того же Джуда. Если этот забор боком идет, то все, по противнику урон не проходит. Когда-то я произнес такие же слова. А что он там? Я буду мстить тебе до самого последнего вздоха, до тех пор, пока ты не убьешь меня. О, как это звучит. Так, исполняет Кахару. Ну и вспыльчивые же у вас натуры. Блин, бочка ГГ в кадр влезла. Так вот, я продавщица чая, сыта и рада. Правильно? Нужно радоваться мелочам. Похавала и спать. Так, звучит довольно странно. Пара-па-пара-парарам. Ну да, все, тут все задание, просто кликаем верхние строчки и наслаждаемся процессом. От того, что исполняется Сана. Хорошо, что вы наконец-то все поняли. Этот задумчивый взгляд куда-нибудь на море с обрыва. Блин. В лучших традициях кинематографа. Ну там, куратать. Что там? Уходит закат, и на фоне остается вот этот мячик. На главных Савье вы раскрываете что-то там, кого-то мы там. Доброе утро, чего не спим. Хамата, я работаю. Так, теперь нам надо наверх подняться. Ну вы изверги вообще. Ну так, на секундочку. Тут есть где-то легкий способ? Типа хотя бы электро вот эта штукенция, что ли? Чпок майонез. А, вот он. Я же думал, капец, карабкаться придется. Арива! Надеюсь, это завершение. Прекрасно эта история вышла именно такой, как я ее представлял. Ну все, значит, мы заканчиваем задание. И будем прощаться с Сасана. Ксавье, Кахару и Сасана. Идеальная тройка. Какие есть легенды Сумер, какие есть легенды Фонтейна. О, давай Фонтейна. Какие истории можно снять на основе легенд Сумеру или Фонтейна, а может Натлана? А Натлан, это у нас какой регион? Проверка знаний, потому что я не помню. Поболтать с тобой я напишу тебе, как только будут новости. Еще увидимся. Короче, Ксавье мы еще увидим по ходу и на Дендроконтиненте. А на этом задание завершено. 70 камней истока получено. И если вы досмотрели до конца, знайте, вы лучшие из лучших. А у меня пока на этом все. Увидимся в следующих видео, на стримах, которые проходят ежедневно на площадке Трова. И также забегайте в наш магазинчик. Ссылочки все находятся в описании. С вами был, как всегда, Дед. Ваш гид по игре Genshin Impact. Всех обнял и пока-пока.为流通而造的船，遇到港口也会停泊，所以离月是一切财富沉淀的地方。